И коротко о международном праве. Снова, еще раз, опять. 9 декабря, это действительно фантастическая история, 9 декабря Третейская группа органа по разрешению споров Всемирной торговой организации опубликовала заключение по искам Китая, Турции, Норвегии и Швейцарии к США в связи с применяемыми Вашингтоном дополнительными пошлинами на импорт широкой номенклатуры сталелитейной и алюминиевой продукции. Администрация США, напомню, еще в 2018 году на основании предложения Минторга, своего Минторга американского, распорядилась ввести тарифный барьер в 25% на всю ввозимую продукцию из стали, 10% на алюминий. Это, вот вы понимаете, вот все же повторяли много лет: либеральная экономика, свободный рынок. Какой свободный рынок? Если США претендуют на глобальное лидерство, значит, им никто не может помешать конкурировать. Но конкурировать-то они могут только через свой Минторг. Что такое Минторг в Соединенных Штатах Америки? Часть административной системы. Значит, ни о какой либеральной экономике речи и быть не может, если их административная система доминирует над свободным рынком. Необходимость этих мер Вашингтон тогда объяснил соображениями национальной безопасности, руководствуясь не международными нормами, например, правом ВТО, а вы помните, еще 10, 15, 20 лет назад клокотали в Вашингтоне на тему того, что именно эта структура может помочь всем странам нормально взаимодействовать. И, как опять же они говорили, избавиться от доминирования сил зла в виде тоталитарных режимов и всякой там административной надстройки, которая не дает свободе пробиваться и свободному рынку заниматься саморегулированием. Ну так вот, объясняли они все это своей безопасностью национальной, полностью наплевали на нормы ВТО и начали руководствоваться, то есть просто идти в фарватере внутреннего законодательства США. Аргументы озабоченности большинства торговых партнеров американцы просто проигнорировали. В результате предсказуемо столкнулись с серией исков, а эти иски были поданы как раз в орган по разрешению споров. По результатам разбирательства арбитрами были вынесены однозначные решения в пользу истцов. Принятые меры признаны прямым нарушением основополагающих прав ВТО, в том числе статьи 2 Генерального соглашения по тарифам и торговле «Режим наибольшего благоприятствования». Сочтены несостоятельными аргументы американской стороны о том, что пошлины являются средством обеспечения безопасности, поскольку они не вводились во время войны или других чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях. Третейская группа рекомендовала Вашингтону привести свою торговую политику в соответствии с правилами ВТО. А теперь кульминация. Что же на это ответила администрация Байдена? Ответ не заставил себя ждать. В тот же день аппарат торгового представительства США решительно отверг выводы арбитров. Ну, кто такие эти люди, арбитры ВТО, когда есть представитель администрации Байдена? В Вашингтоне подчеркнули, что США не намерены отменять пошлины на сталь и алюминий и обвинили ВТО в предвзятости, неэффективности и бездействии по отношению к нерыночным практикам Китая и других государств. Ну, просто так хочется сказать занавес, но нам еще есть с вами о чем поговорить. По мнению специалистов, теперь у Вашингтона два пути выхода из сложившейся ситуации. Первый и наиболее вероятный — подача жалобы в апелляционный орган ВТО, деятельность которого заморожена с декабря 2019 года. Угадайте почему? Мы об этом говорили. По воле самих Соединенных Штатов Америки. В этом случае разбирательство, естественно, зависнет на неопределенный срок, а администрация и дальше продолжит безнаказанно применять импортные ограничения. Другой путь – игнорировать решение органа по разрешению споров. Но тогда возможны и чувствительные ответные меры, и многое другое. Да и вообще встанет вопрос, где Соединенные Штаты, где ВТО и кто из них неэффективен.
Очевидно, что США злоупотребляют расширительным толкованием понятия нацбезопасности, используя ее исключительно в целях оправдания своих недобросовестных конкурентных практик и просто не видя ничего зазорного в откровенно нечестных противоправных методах, которыми они поддерживают свою конкурентоспособность, которая, соответственно, проявляется в отсутствии каких-либо конкурентных преимуществ. Односторонние протекционистские меры Вашингтона, как и, собственно, пресловутые санкции, идут вразрез с пропагандируемыми американцами принципами рыночности, открытости, свободной конкуренции, саморегулирования рынков, либерализма. Поборники экономических свобод уже давно взяли на вооружение тактику силового давления, и понятно, что она вынуждает других идти на односторонние уступки, потому что политически противостоять Вашингтону, знаете, может не каждый. И таких стран, и таких государств единицы. О чем вообще вся эта история? Налицо очередная попытка Вашингтона продемонстрировать свое превосходство в мире. Вот хотя бы таким диким, варварским способом. Делают они это путем попрания многосторонних договоров, договоренностей. Делают это они абсолютно таким нескрываемым пренебрежением к собственным обязательствам перед своими же, в первую очередь, союзниками, друзьями. Про партнеров я уже не говорю. То есть концепция America First, она являет нам всю свою уродливость. И пока значительное количество стран готово терпеть или как минимум закрывать глаза на подобное поведение самопровозглашенного гегемона, до повышения предсказуемости мировой экономики и торговли еще далеко.